Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Мистические явления часто попадают на камеру в самых неожиданных местах. И сегодня вас ждет подборка страшных видео, на которых были сняты на камеру призраки и паранормальное. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем! Санаторий. В следующем видео Крис посещает старый заброшенный санаторий, расположенный в Огайо и построенный в 1920-х годах. В этом здании размещалось много пациентов, которые лечились от туберкулеза, а в 1955 году место стало известно как больница с привидениями бывших пациентов, которые скончались здесь. Исследуя коридоры здания, Крис быстро приходит к выводу, что находится здесь не один. На этаж выше, прямо над Крисом, слышны звуки шагов, будто кто-то или что-то ходит по этому санаторию. Звуки не прекращаются, даже когда блогер идет по темным туннелям здания. Подсвечивая помещение фонариком, Крис обнаруживает нечто, что по сей день пугает его. Давайте посмотрим. I'm out of here. I swear I legit saw somebody. And this is dead end. I'm out of here. Yo, and my dude is sticking to the ground. This is crazy. Бледная белая фигура появляется в конце коридора, а затем таинственным образом растворяется. Крис следует за ней, но уже спустя несколько секунд заходит в тупик, не найдя никаких следов. Так что же это было на самом деле? Неужели бывшие пациенты этого санатория все еще бродят по нему? Скамейка. Об этом видео мало информации. Оно было записано человеком, когда он прогуливался по городу вечером. Мужчина достал камеру, когда заметил что-то странное и одновременно страшное. Давайте посмотрим. Обратите внимание на скамейку. Она пуста,
но позади нее мы можем увидеть темный силуэт кого-то или чего-то, похожий на тень, будто кто-то сидит на лавочке на самом деле. Зрители, посмотрев это видео, разделились во мнениях. Первые предполагали, что это может быть тень призрака, другие считали, что это просто игра света. А вы как думаете? Напишите об этом в комментариях. Аквариум. Следующий жуткий клип был опубликован на Reddit. Пользователь снимал свой новый аквариум для Instagram, спрашивая пользователей о вариантах имен для своих рыбок. Но в этот момент произошло что-то, что его напугало. Guys, got some new fish. Pretty big tank as well. There's currently 2 black ones, 2 gold ones. I've called them Goldie number 2, a black one, and if you guys have any suggestions for names that... What the What the Посмотрите, в правом углу виднеется чья-то рука, которая быстро исчезает. Мужчина осматривает дом на присутствие посторонних, но никого не находит. Дискуссии в комментариях не прекращались. Одни предполагали, что это мог быть простой воришка, который успел скрыться. Другие пользователи писали, что видео может быть постановкой. Часть комментаторов посчитала, что это мог быть призрак кого-то, кто жил в этом доме. Пробрался ли кто-то в дом мужчины? Или это было нечто совсем другое? Похоже, мы этого никогда не узнаем. Таинственная тень. Следующий ролик снят камерой видеонаблюдения. Один пользователь поделился им на Facebook, поскольку у него было много вопросов по поводу того, что он увидел. Посмотрите, тень появляется слева и идет по лесу. Она исчезает и появляется вновь перед автомобилем. Тогда срабатывает сигнализация. Обратите внимание на реакцию собак, которые явно что-то заметили. Видео с участием животных, чувствующих паранормальные явления, заставляют задуматься о том, что животные обладают чувствами, которые нет у человека. Пользователь утверждает, что эта собака стала невольным охотником за привидениями и среагировала на присутствие, ускользающее от человеческого глаза. Так был ли это призрак, или камера просто дала сбой и засняла обычного человека? Торговый центр. Следующее видео, которое было загружено на Reddit, снято на камеру наблюдения. Мы видим пустой торговый центр поздно вечером, но нечто на видео напугало зрителей. Посмотрите, что засняла камера видеонаблюдения. Игрушка-каталка начинает двигаться, как будто нечто сидит на ней. Карусель, карусель, начинает рассказ. Это сказки, песни и веселье. Видео вызвало оживленную дискуссию среди зрителей. Некоторые быстро объяснили, что это было нечто сверхъестественное, предполагая, что ребенок-привидение может наслаждаться игрой. Однако другие предполагают то, что у игрушки проблема с аккумулятором, что объясняет ее непростое поведение. А как вы думаете, какая из этих теорий является правдивой? Невидимое присутствие.
Следующее страшное видео найдено в ТикТок. Лиан Лин и ее семья переехали в новый дом. Они не знали ни его истории, ни информации о предыдущих владельцах. Однако позже выяснилось, что мужчина покончил с собой в этом доме много лет назад. Девушка рассказывает, что вскоре после обустройства в доме начались необъяснимые явления. Однажды Лин обратила внимание на своего 6-летнего сына, который вел себя странно. Он обращался к кому-то, будто видел чье-то присутствие в комнате. Мальчик быстро обернулся с очевидным чувством страха, как будто он почувствовал прикосновение позади. Но это были еще не все тревожные события, которые удалось заснять. В один осенний день, когда девушка прогуливалась с сыном, произошло жуткое происшествие. Дилан радостно разбрасывал листья и затем, кажется, обратил внимание на невидимое присутствие. Он бросает свою игрушку, а затем внезапно неведомая сила толкает его на землю. Лин убеждается, что дух, который поселился в их доме, теперь нацелен на ее 6-летнего сына. После этого видео и некоторых других происшествий, семья Лин решила съехать из этого дома. Несмотря на то, что они проживали в доме всего 7 месяцев, они больше не чувствуют себя в безопасности. А что вы считаете, действительно ли этот дом населен призраками? Видео экскурсия. Следующее видео снял один из агентов по недвижимости. Девушка снимала видео для клиентов, которые были заинтересованы в покупке этого дома. Она продает квартиры и часто делает видеотуры по домам, чтобы клиенты могли не приезжать и могли посмотреть все онлайн. В этом случае несколько клиентов обратились с просьбой осмотреть недвижимость вечером. Они хотели посмотреть, как работает освещение комнат в вечернее время. Девушка приходит в дом поздно вечером и начинает видеоэкскурсию со знакомства. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this beautiful vintage 1962. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Go ahead, do it again. You're on camera. Open this door. Go ahead, open this door. Open this door like you did the other one.
just move a glass or something. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. Спустя несколько секунд, когда агент по недвижимости начинает рассказ о доме, камера фиксирует, как дверь сама по себе открывается. Также, если вы присмотритесь, то заметите, что лицо на фотографии позади начинает темнеть, но через пару секунд снова становится нормальным. Девушка берет камеру и пытается понять, что могло вызвать открытие двери. Она отходит в коридор и просит духа еще раз открыть дверь. Однако попытка не увенчалась успехом. Агент осматривает дом в поисках того, кто мог быть причиной этих странных явлений. Отчаянный риэлтор не находит никого, а затем в доме срабатывает сигнализация и начинают вылетать какие-то предметы. Девушка в страхе убегает из дома, не желая разобраться с тем, что здесь происходит. Неизвестно, продолжит ли она продавать этот дом, но если она это сделает, как считают зрители, нужна будет существенная скидка. Было ли это просто пиаром агента недвижимости? Похоже, нам не суждено об этом узнать. Алло, всем привет. Многие еще не знают, но я вам расскажу. Есть тебя и ужасы, и немного юмора. То, что варим мы в том месте, лучше любого повара. Задумайте, выкини то, что было у тебя вчера, подумай о том, что у мира есть другая сторона. Когда плохое настроение раз, если ты еще не знал, как у нас есть телеграм-канал, брат не подписался, поиграл. Фах, Steam на ночь, другие новости, легенды и мифы, исторические истории. Ты в одном шаге, не делай уворот, будь как дома и стой у ворот. Подпишись на телеграм. 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 Ну и про YouTube тоже не забудьте. кто-то у двери. Около 17:00 мать и дочь смотрели телевизор в гостиной. Они подумали, что было бы неплохо посмотреть несколько мультфильмов, но почувствовали себя немного напуганными из-за некоторых событий. Давайте посмотрим. Blakey, you okay? There's nothing you can do or say to change that. I love you. Do you want me to go open the door? Why? No? Sucks for you. Okay. Okay, I'm honestly freaking the out and I don't know what to do. Just a couple minutes ago, I got up and I closed my door because she kept pointing to my room saying, "Mommy, mommy, someone's over there." Yes, but And she was terrified. She was terrified. Of course, freaking me out. So I went over there and she just said, "No, mommy, come here, mommy, sit, mommy, don't go over there." And so I called the dog and I closed my door. And as you can see, dude, she's still terrified.
Как говорит маленькая девочка, она увидела кого-то стоящего у двери. Но ее мама, Надин, понятия не имела, почему дочь так испугалась. Потому что, по ее мнению, там ничего не было. Когда она указала на дверь, пространство было совершенно пустым. Еще одно видео, которое сняла Надин, точно дало ей понять, что возможно в доме и правда что-то обитает. Собака реагирует на нечто в комнате, начиная рычать. Она считает, что эти события могут иметь некую связь. Чувство беспокойства девушки усиливается, так как ее дочь даже не дает ей открывать дверь в другую комнату. Blakey, Mommy's gonna go open the door, okay? I'll be right back. It's okay. I'll be right back. Her face. Dude, what the fuck? It's okay, baby. Okay, 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 okay. It's okay. It's okay. It's okay. Okay, tell me I'm not. Когда она все же решается открыть дверь, то никого там не видит, но при этом ее дочь действительно нервничает. Почему же реакция собаки и ребенка была именно такой? Возможно, они действительно видели что-то паранормальное. Детская спальня. Следующее видео было опубликовано мамой, которая беспокоится о безопасности дочери. Совсем недавно произошло нечто страшное, что попало на камеру. Эта запись была сделана в спальне маленькой девочки, где, как утверждает ее мама, произошли и другие странные происшествия. Ее дочь постоянно смотрит в определенное место в своей комнате. Мать заявляет, что это выглядит так, будто там что-то есть. Однажды девочка была крайне расстроена и рассказала, что слышала крик женщины у себя в комнате. Ее мать была сбита с толку, так как не понимала, как и когда это произошло, и решила посмотреть кадры с камеры видеонаблюдения. На кадрах с камеры слышен крик, похожий на визг. Когда девочка слышит его, она убегает в страхе. Ну нахер. Ее мама просит пользователей о помощи. Она хочет понять, было ли это что-то сверхъестественное и как от него избавиться. Соседская почта. Мужчина по имени Лейтон, который живет в Манчестере, проверял почту в квартире своей соседки, когда она находилась в отпуске. Однажды, когда он находится внутри, то начинает слышать странные звуки, которые доносятся из шкафа, и принимает решение записать это на видео. Посмотрим вместе. I've come round to my elderly neighbours to check a post, and I keep hearing a banging in that cupboard. Does anyone know what it could be? I've tried to open it, but the key is... It needs some sort of weird key. But I don't know what it... I've not got one. Bit fucking strange. I've been in here loads of times, I've never heard that noise before. So I'm hoping it's something that's not damaged or whatever. Does anyone know how I can get in there without the key? I think I've got some Allen keys of mine, so... I might go and get them now. Он слышит некий стук в шкафу. Лейтон использует различные инструменты, чтобы открыть этот шкаф, но ничего не подходит. Он не понимает, где найти отмычку и почему это место спрятали от посторонних глаз. В конце концов, используя простую ложку, Лейтон открывает этот шкаф. Он видит, что внутри ничего странного нет, а позже шум прекращается. I'm going out soon, so I'm going to check if that weird banging... What? Yo, what the fuck, guys? The fucking lights, come on.
If anybody thinks someone's in it, what the fuck was that? I don't believe in ghosts, guys, but this is fucking weird. The lights just come on. And if you think I pressed the switch out here or something like that, I'll show you the fucking switches. No switches on that side. There's two on this side. That's the bathroom, that does nothing for the kitchen. This one is for the landing. Yo, what the fuck, guys, that's spooky as fuck. Когда он приходит в квартиру вновь, то видит, что сам по себе включается свет. Лейтон находит это странным и наглядно показывает, что это не он включает его. Но это еще не все, что произошло в этой квартире. Мужчина на следующий день возвращается, и происходит снова нечто странное. Fucking hell, lights just come back on. People in the comments have been saying it might be rats. Maybe like they've damaged the electrical system, you know, biting wires or something. And the noise in here is wind or a rat trying to get out. Fucking hell. There's no one in here, guys, promise. Он снова слышит стук, который доносится из шкафа. Лейтон говорит о том, что в данном случае звук агрессивнее, чем раньше. Когда он снова открывает шкаф, то там никого нет. Люди в комментариях говорили о том, что это могут быть крысы. Некоторые думают, что это просто ветер, а другие уверены, что существует дух, обитающий в этой комнате. Лейтон решает написать своей соседке и узнать, замечала ли она что-то странное в своей квартире, но не дождался внятного ответа. Тем временем он снова возвращается к ней домой, уже поздно вечером. Switch as well, light's gone off again. Someone said it might be the trip, but obviously the hallway light would go off as well. So I'm not really convinced, to be honest. Not convinced at all. Banging stops, light's gone off. Now the what the fucking pixel? Jesus fucking Christ. Whoa guys, what the fuck, man? Is that blood? Right guys, what the fuck, doors opening, you can't say that's the wind, come on. Or fucking rats. And there's certainly nobody in here, fucking hell. People are saying the room out in the kitchen leads to something here, but this is here. And the bathroom's there. I'm going to open that door. Again. Move this out of the way properly. What the fuck, guys? Can't see anything. Let me put the light on. Look, there's nothing in there, guys. What can you do not banging? People are saying there's people hiding in here. Oh, there's a door at the back. No, there's not. What's that? I can see something. Churchill coin. 1965. Churchill coin. It's a bit strange, isn't it? Right, service lads, anyone get any suggestions now? Lights are turning on and off by themselves. This door there's a banging noise from this door. And when they open it, it stops. People are saying it's wind, but it doesn't sound windy. And that fucking door opening, guys. Come on, that's not wind now. Oh, I'm fucking shaking a little bit. Right, I'm going back to mine. Whew. Через некоторое время, когда он находится в квартире, дверь начинает закрываться сама по себе. Свет снова выключается, а когда Лейтон осматривает шкаф, то находит старинную монету 1965 года. Вскоре после того, как он забрал монету,
Лейтон стал переживать паранормальные явления в своем доме, и он пожалел о своем решении. Кто-то в комментариях даже посоветовал ему вернуть монету. Давайте посмотрим, что заснял мужчина, уже находясь в своей квартире. Scratching noises in here, so I want to try and record some footage if I can. Anyway, that's not even fucking funny, guys. What the fuck was that? Whoa, 1 second. What the fuck? My blinds have just opened. No, that's not even funny. No, there's nobody hiding or anything like that. What the fuck? Door was locked. Nobody's on here. What the fuck was that, guys? That's not even funny anymore now. Когда он сидит на диване, положив монету на ногу, жалюзи начинают шевелиться. Лейтон говорит, что дверь была заперта, а в квартире кроме него никого нет. Он осматривает квартиру и снимает все на камеру. Вскоре он понимает, что совершил ошибку и решает вернуть монету туда, где ее нашел. К сожалению, похоже, что было уже слишком поздно, так как деятельность в его доме не прекратилась. В еще одном видео Лейтон заснял, как стул двигался, когда он собирался поработать за своим ноутбуком. And I noticed the blinds moving a little bit, so I've come over there away from it. And that chair's moving, guys. Can you see it? If you can look closely on the fucking video. So see it, guys. Keep watching that. What the fuck? Whoa, I don't fucking think so. Move. Whoa, guys, that's fucking getting spooky. What the fuck am I gonna do now? Fucking go over there. Is anyone getting explanations then? Because I'm running out now. I'm leaving. I'm actually leaving soon. Движение стула он замечал неоднократно после того, как нашел древнюю монету. В очередной раз он показывает, как это происходит, при этом говоря о том, что это непростая постановка, и осматривает комнату с камерой. Door shut. People are saying turn to the right. I was recording the blind card, because it started moving. So people are saying this fishing line. I don't know. I can prove it 100%. People are saying turn to the right because someone's there. I've closed the door. I'm doing a 360 spin. And someone said take the chair out of the room to prove there's no fishing line. I don't know what I can keep doing, guys. I'll take it all the way down. There's no fishing. Лейтон говорит, что последние 2 дня он почти не спал, так как уже боится находиться в своей собственной квартире. Когда люди начали писать Лейтону, что он использовал леску для падения стула, он сказал, что постарается доказать, что это была не постановка. Start it again, guys. What the fuck? This is since I spoke to that witch. I think this is a warning. What do you guys think? Oh, that's fucking scary. So what do you think, guys? Think it's a warning? My phone went dead, guys. Now it stopped. I think this is a warning, guys. It's never behaved like this. It's never made noise with like this on the table. The fucking laptop was moving. It was that aggressive. Just the laptop, guys. В очередной раз снимая видео, когда его ноутбук буквально дергался у него на глазах, он подходит к нему и показывает, что на него ничего не прикреплено, никаких посторонних элементов.
Лейтон предполагает, что тот, кто владел этой монетой, скончался и сейчас хочет забрать свою вещь обратно. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Помимо Телеграма у нас сейчас есть сообщество ВК и канал на Рутюбе. Если вам интересно, то туда тоже обязательно подпишитесь. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока!